Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня, канал Ниндзя Капитал. Давайте с вами посмотрим, подумаем насчет тех событий, которые произошли, что грядет на предстоящей неделе и, соответственно, куда подует биржевой ветер и куда двинутся все силы, которые вот-вот обрушат рынки. Так, ну вот, если посмотреть, что новостные агентства пишут, все новостные агентства западные, они увлечены вопросами взаимодействия России и Украины. С моей субъективной точки зрения, вероятность того, что разовьется достаточно страшное какое-то мероприятие, я думаю, она очень низкая. Во всяком случае, я на это надеюсь, и я на это делаю ставку. Но есть обратная сторона у этой медали. Когда в одном месте скапливается много оружия, много людей, воодушевленных какими-то идеями, то это нередко приводит к трагическим и нелепым случайностям. Я все-таки надеюсь, что этого не произойдет. Так, ну и на самом деле, чтобы не отвлекаться от реальной движущей силы всех тех событий, которые мы наблюдали в пятницу, да и последнее время, надо четко понимать, что на самом деле все это происходит из-за того, что забуксовал мировой экономический рост и из-за того, что на фоне этого растет инфляция. Инфляция уже растет, плохая инфляция, соответственно, она никак экономический рост не двигает, она наоборот его съедает, потому что увеличиваются издержки и, соответственно, это приводит к коллапсу. На фоне вышедших данных в четверг, 10 февраля, пошли заявления от влиятельных лиц ФРС по поводу того, что вот-вот и сейчас врубят ставки и потом начнут сокращать баланс. Ну и такой настрой, он неизбежно ведет к тому, что сгущаются тучи, и все проблемы, все темные камни, которые до этого, может быть, и были в поле зрения, но на них не делали такого акцента, они вдруг внезапно все вырываются на поверхность, и, соответственно, начинается увлекательная игра. Я все-таки склоняюсь к той мысли, что вот это все напряжение, которое сейчас возникло, которое раздуто на границе Украины и России, оно порождено экономическими проблемами. Очень много интересантов с разных сторон абсолютно, которые заинтересованы в том, чтобы напряжение росло, но, разумеется, никто не заинтересован, чтобы там возникла реальная война. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ну и кроме того, современные люди, как известно, они очень изнежены, они любят жизнь, и я думаю, это послужит тем самым стоп-фактором, который не даст событиям развиться по наихудшему и, соответственно, наиболее тяжелому сценарию. Я все-таки склоняюсь к тому, что сейчас это напряжение нужно, чтобы отвлечь глобально в мировом масштабе, из-за чего как бы вот упрекают Bloomberg, что Bloomberg новости выкидывает одну за одной. Хотя, с моей субъективной точки зрения, там просто уже фактор случайности срабатывает, когда там куча заготовлена заголовков, какой-то заголовок не вовремя вырывается, но, слава богу, на выходных. И, соответственно, это приводит к дополнительному нагнетанию ситуации. Я думаю, сейчас вот этот вот накал должен на следующей неделе спасть. И, соответственно, это приведет к тому, что мировая общественность, она немножко отвлечется от проблем замирания экономического роста, от проблем инфляции, которая уже приближается к галопирующим, а потом гиперинфляции. И, соответственно, таким образом на некоторое время людям будет чем заниматься, что обсуждать, о чем думать и о чем волноваться. Так, друзья, ну у нас еще в пятницу состоялось повышение ключевой ставки Центробанком на 1%, 9,5%, пока не двузначное, но все идет к тому, что она в самое ближайшее время будет двузначной. Здесь реакция рубль-доллар была вполне предсказуема на заявление о ставке, которая поднялась ровно на то значение, на которое предполагалось, произошло ослабление рубля и укрепление доллара. Немножко витиевато шел этот процесс, сейчас мы с вами на графике посмотрим. Обычно все-таки плавно рубль укрепляется до момента объявления ставки. И дальше, если ставка объявляется в соответствии с ожиданиями, происходит ослабление рубля. Здесь было все по-другому, был определенный зигзаг. Ну и в наше непростое время это вполне естественно.
Так, давайте пробежимся по нефти, по сотам, и дальше мы перейдем уже к графикам. Так, ну вот в пятницу еще вышло сальдо торгового баланса России. Сальдо торгового баланса, как вы видите, ставит рекорд за рекордом. Цены на нефть, они позволяют такие рекорды ставить, но здесь, видите, как из-за высокой инфляции проблема заключается в том, что на те доллары, которые поступают на счет, на них можно меньше купить товаров вовне и завезти в страну. Так что вот такая загогулина, вроде нефть высокая, но из-за сбоя цепочек поставок, из-за того, что инфляция и в долларе разгорается, соответственно, такой высокий платежный баланс, он, увы, не айс, даже несмотря на то, что он уже там в небеса улетел. Так, друзья, ну и с учетом того, что происходит на рынке нефти, количество буровых установок активных продолжает расти, оно вообще просто в вахтунку летает, почти на 20 единиц за неделю выросло. Ну и здесь обращаю внимание, что такой мощнейший рост, который продуцируется ростом цен на нефть, соответственно, рост цен на нефть продуцируется тем, что растет спрос больше, чем предполагалось. Ну а спрос-то растет почему? Он растет потому, что идет отказ от угля, закрытие атомных электростанций в Европе и ряд других событий, которые создали узкое горлышко энергетическое, так называемое. То есть не предполагалось, что будет таким образом расти спрос на нефть, на газ. Но сам ускоренный переход, отказ от угля, потом непонятная динамика с атомными электростанциями, оно ведет к тому, что действительно, по сути, возник раздутый дефицит нефти и газа, и мы видим такие цены на нефть и на газ. Так, друзья, давайте пробежимся, что тут дальше. Режут спекулянты шорты в британском паунде. Алюминий по-прежнему остается на высоте. Действительно, алюминий и медь — это такие металлы, которые они в ближайшее время весьма-весьма будут востребованы. Потому что алюминий это конструкционный металл. Помимо всего прочего, он очень сильно зависит от цены на электроэнергию, потому что он производится электролитически из расплава минерала. Соответственно, это большой плюс для Русала и других алюминиевых компаний, потому что цены на алюминий в ближайшее время весьма вероятно будут расти, либо оставаться на достигнутых значениях. Мы плавно перешли от ковидного обрушения в ту часть отскока, когда начинается феерическое движение в commodities, особенно в металлах. Так, ну и по меди мы тоже видим, здесь продолжается рост лонговых позиций. Соответственно, предстоящая неделя, если не произойдет событие X, то она будет, возможно, весьма успешной и позитивной для Русала, для Норильского никеля. Так, ну вот с сырой нефтью здесь ситуация несколько парадоксальная. Вроде бы спрос растет, вышки открываются в Америке непрерывно новые, но мы с вами видим, что нефть, лонги у спекулянтов буксует. Но это, по-видимому, связано к тому, что текущие значения, они предполагают к тому, что нефть вошла в консолидацию. Здесь должен быть либо рывок наверх, либо откат из этой консолидации для того, чтобы набраться силенок. Но рост вверх, он сейчас, мне кажется, маловероятен, нужен какой-то откат. Только какое-то событие, например, отрезание от покупки нефти какой-то одной страны, крупной производителя нефти, может вызвать тому, что действительно здесь произойдет вынос там на 110, на 120 по бренту. Но здесь, собственно говоря, само отрезание не нужно, достаточно того, чтобы эта угроза, она стала очень близка к воплощению в жизнь. Но если это произойдет, то мы можем с вами в один прекрасный день увидеть и нефть по 120, и доллар по 120. Так, друзья, далее золото. По золоту произошел прирост лонгов. Но на прошлой неделе ситуация была такая, что по золоту лонги спекулянты резали. Соответственно, золото должно было пойти вниз. Но этого не произошло. Прилетел черный лебедь, взмахнул крылышками войны. И, соответственно, золото и пшеница улетели наверх. Так, ну с учетом того движения, которое произошло, золото, скорее всего, будет либо консолидироваться, либо продолжать расти. Там есть
очень важная цель в районе 1954-1956. Соответственно, если в начале, в середине новой недели не возникает отката с пробоем 1829-1836, то мы увидим высокую вероятность того, что золото пойдет на 1900 и 1954 оно должно сделать уже на предстоящей неделе. Так, друзья, ну вот по американским индексам вроде все позитивно, ждут, что они будут либо консолидироваться, либо продолжать рост, несмотря на весь этот ужас с ростом инфляции и с желанием ФРС покоцать ликвидность. Так, ну по природному газу ситуация стандартная, там, видимо, идет выжигание тех индивидуумов, которые зашортили природный газ. Так, вот по серебру вроде бы количество лонгов снизилось, но с моей точки зрения сейчас пока что наиболее актуально это все-таки золото и, возможно, медь. Так, канадский доллар проседает к американскому. Ну, здесь в Канаде тоже неспокойно, там водители тракеров недовольны тем, что их плохо через канадскую границу пропускают. И, соответственно, как вариант, вот это движение в канадском долларе, оно связано с тем, что сейчас происходит не такой небольшой пока что коллапс в Канаде. Так, друзья, ну как это ни парадоксально, американские спекулянты не отменили ставку на рубль. То есть они не верят в то, что рубль рухнет на предстоящей неделе. Это не отменяет возможность прилета черного лебедя, но тем не менее тут как бы налицо то, что может быть и правда, чем черт не шутит. Рубли нужны для того, чтобы якобы кто-то там закупился дешевыми российскими активами перед тем, как они улетят в космос. Такое тоже может быть, но мне в это пока что верится очень слабо. Скорее всего, здесь просто ставка на то, что ситуация она придет в равновесие. Так, друзья, далее по евро. По евро здесь ставка на то, что евро к доллару будет расти. На самом деле, если смотреть график евро, то в марте того года, даже не того года, а 2020 года, произошло такое движение, которое, в общем-то, должно продуцировать на текущем этапе рост евро к доллару. Как это ни парадоксально звучит. Так, друзья, ну вот спонсор выпуска компания Nokia, это оценка, консалтинг и представление интересов в судах. Соответственно, если вам нужно оценить недвижимость, бизнес, акции, права требования, оспорить кадастровую стоимость, то прошу любить и жаловать. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Начнем с Викса, недельный таймфрейм. Ну и здесь как бы получается уже давно накопился хворост, который должен полыхнуть. Вот здесь был набор позиций, соответственно, сейчас пошло вот это вот движение, у которого цель сходить в район 60 для начала, а там может быть и переписать вот этот хай. Судя по тем изменениям, которые произошли в позициях спекулянтов по NASDAQ и по S&P, вот сейчас прямо такого движения на предстоящей неделе не ожидается. Здесь предполагается либо его какой-то небольшой откат, либо консолидация. Но перспективу вы сами видите, движение вверх и вверх. Так, далее индекс доллара. Здесь у нас боковик. И, скорее всего, предстоящая неделя она пройдет в боковике по индексу доллара по отношению к другим валютам. Так, далее S&P 500. Здесь, по сути, сейчас речь идет, будет, не будет пробитие 4385. Если на предстоящей неделе такого пробития мы не получаем, то, соответственно, он в этой области консолидируется и потом будет пытаться отскочить. Я думаю, предстоящая неделя, если мы сразу не получим черного лебедя в понедельник, она, по идее, должна привести к тому, что все активы, которые просели, они консолидируются и попытаются отскочить. Вот. Но по S&P есть четкий уровень, который 4385. Если он пробивается, то, соответственно, уже на следующей неделе, на новой неделе, на предстоящей, точка движения по S&P будет в районе 4220. Так, друзья, далее ММВБ, недельный таймфрейм. Но недельный таймфрейм здесь вообще не страшный. По недельному таймфрейму мы либо консолидируемся, либо отскакиваем и растем. График не указывает на то, что на предстоящей неделе мы получим сбой по российским активам. Так, РТС, ну здесь такая же ситуация. То есть здесь, по сути, идет набор позиций и может быть
действительно правы те люди, которые говорят, что новость Россия и Украина специально забросили для того, чтобы подешевле купить российские активы. Я думаю, в текущем раскладе надо ориентироваться в большей степени на движение S&P и VIX, потому что во многом именно движение в этих индексах определяет степень нагнетания в прессе и движение других фондовых индексов, активов и валют. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Ну и мы с вами видим, что на самом деле пока ничего такого страшного не произошло. Идет движение в диапазоне. Да, в пятницу очень энергично отскочили, но опять же здесь все взаимосвязано. В пятницу объявили ставку. До этого рубль укреплялся. Ждали, что ставка будет на 1% больше. Соответственно, немножко раньше, уже накануне, начался отскок и ослабление рубля. Такое тоже бывает. Когда все что-то ждут, толпу стремятся подрезать и действовать чуть-чуть нестандартно. Так, друзья, давайте на дневочку рубль-доллар перейдем. Но здесь как бы цель движения — это то, что не будет в ближайшее время пробития уровня 78,5-79. Если вот этот диапазончик устоит, то, соответственно, мы здесь просто обязаны увидеть коррекционный откат, у которого цель движения будет в районе 75. Если здесь возникает пробой диапазона 78,5-79, то у нас, соответственно, следующая точка остановки, которая может сдержать неукротимый рост доллара, она будет в районе 81,5. Вот пробитие 81,5 уже открывает дорогу на 100 или даже на 120. Но пока такой сценарий мне видится маловероятным, потому что это вызовет шок экономики. Так, далее RGBI, российский рынок, индекс государственных ОФЗ. Соответственно, здесь по логике вещей вот это движение, которое началось, оно какое-то время должно стабилизироваться. Да, здесь никак разворота и отскока не происходит, но на предстоящей неделе, соответственно, 127-126,5. Если этот диапазончик не пробивается, то у нас здесь будет проторговочка, и, соответственно, она поможет и рублю, и российскому фондовому рынку. Так, друзья, далее нефть, месячный таймфрейм. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что все, 94 фактически взято. Раз 94 фактически взято, следующая цель движения находится в диапазоне 105-112 долларов за баррель. Весьма вероятно, что эта цель будет достигнута, но, скорее всего, это будет не прямо вот на предстоящей неделе. Здесь более сейчас целесообразно произвести консолидацию, может быть даже немножко скорректироваться, откатиться на 88 и потом рост продолжить. Так, друзья, далее золото. Соответственно, золото у нас, если оно удерживает вот этот тут такой диапазончик есть в районе 1829, он проходит. Если этот диапазончик удерживается, не пробивается, то все, по золоту у нас следующая цель движения будет отсюда 1900, а потом 1954. Вот, кстати, по золоту на этой неделе возможно будет очень резкое движение, как вверх, так и вниз. Причем в том случае, если кризисная ситуация развивается в понедельник, мы можем увидеть даже более 2000 долларов за унцию. Если не развивается, то тогда будет, скорее всего, тестирование 1829. 1829, если пробой возникает, может пойти коррекционный откат в район 1800. Но я бы пока на это ставку не делал. Здесь, скорее всего, либо консолидация на достигнутых значениях, либо попытка продолжения роста. Менее вероятный сценарий — коррекционный откат с тестированием 1829. Еще менее вероятный пробой 1829 и уход в район 1800. По золоту все указывает на то, что его сейчас будут запускать. Наиболее вероятный сценарий. Так, друзья, ну в общем-то все. Хороших вам выходных. Набраться сил, отдохнуть. Всего наилучшего. И профитной недели предстоящей. Счастливо!